Если вам нужен практичный кроссовер с полным приводом, без больших расходов на топливо, присмотритесь к нашей десятке лучших маленьких полноприводных кроссоверов 2020 года. Маленькие полноприводные кроссоверы обеспечивают отличное сочетание практичности, внедорожных способностей и стиля. Эти автомобили представляют все это в разной степени, и здесь мы перечислили 10 лучших, которые охватывают эти параметры. В последние годы класс маленьких кроссоверов 4х4 изменился до неузнаваемости. До недавнего времени единственным подлинным маленьким паркетником 4х4, который можно было купить, был Suzuki Jimny. Этот автомобиль все еще находится в производстве, в значительной степени неизмененный после более чем 20 лет в продаже. Но если вам нужна его почти безудержная способность преодолевать бездорожье, вы будете идти на компромисс во всем остальном, от экономии и практичности до повседневного комфорта вождения. Вместо этого, если вам нужен маленький полноприводный кроссовер, есть множество альтернатив. Если вам нужны способности для бездорожья, то Fiat Panda 4х4 остается в приоритете. Он почти такой же способный, как Jimny, но вместе с этим предлагает больше комфорта, современных манер и технологий вождения. У небольшого класса кроссоверов есть своя доля моделей 4х4, которые могут быть не такими способными, как кроссоверы Suzuki или Fiat, но они дают достаточно сцепления, чтобы чувствовать себя более уверенно, чем их переднеприводные аналоги. Сюда входят Suzuki Ignis, Nissan Juke, Mazda CX-3, Jeep Renegade, Fiat 500X и обновленный Ford EcoSport. Стоит учесть, что им не хватает внедорожных способностей, но они более чем восполняют это с добавленной практичностью. В общем, мы предлагаем посмотреть на лучшие варианты небольших кроссоверов с полным приводом, хотя некоторые автомобили даже не предлагают его, если вы смотрите на Peugeot 2008, Renault Captur и новый Citroën C3 Aircross. Тогда вам придется обходиться всесезонными шинами и переключаемой системой контрольной тяги. Nissan Qashqai установил шаблон для класса. С повышенным клиренсом в пределах размеров хэтчбека и соперники из Peugeot, Renault, Seat, Hyundai, Kia подтолкнули границы класса еще больше. Опять же, если вы хотите использовать АВД, то стоит выбрать именно эти версии высшего класса, поскольку автомобили начального уровня в стандартной комплектации предлагают более экономичный привод на передние колеса. Dacia Renault Duster предлагает прочную долговечность, пространство размером с кроссовер и выдающееся соотношение цены и качества, в то время как Subaru XV имеет постоянную систему 4WD, которая дает ему больше возможностей для бездорожья. С вами канал со сложным названием daciaclubmd.ru, и мы начинаем. На 10-м месте Seat Ateca. Seat Ateca — это не только отличный полноприводный кроссовер, но и практичный семейный автомобиль. Ateca был первым кроссовером Seat и оказался хитом. После успеха Ateca в модельном ряду Seat теперь есть еще два других кроссовера – большой Tarraco и маленькая Arona. Чистый минималистический интерьер может показаться немного тусклым, но все это эргономично продумано с приличным качеством сборки Volkswagen Group. 8-дюймовая развлекательная система Full Link от Ateca в стандартной комплектации оснащена Apple CarPlay и Android Auto. И она достаточно проста в использовании, хотя графика не такая четкая, как у Peugeot 3008. Seat, однако, творит чудеса с шасси, давая Ateca уровни равновесия и управляемости, как у хэтчбека. Существует широкий ассортимент двигателей от мощных, изысканных литровых TSI вплоть до 2-литровых бензиновых двигателей с турбонаддувом мощностью 296 лошадиных сил, полученных от Volkswagen Golf R. Ateca можно приобрести в зависимости от трансмиссии с полноприводной системой Seat 4Drive
от базовой комплектации SE до топовой X-Challenge Lux. На 9 месте BMW X1. BMW X1 – один из лучших универсальных маленьких кроссоверов в продаже. Самый маленький кроссовер BMW дороже, чем большинство других маленьких полноприводных кроссоверов, но он имеет расширенные возможности. X1 находится в растущем секторе компактных премиум кроссоверов, конкурируя с Mercedes GLA и Volvo XC40. Резкая управляемость помогает X1 выделяться. BMW X1 доставляет удовольствие, а ряд двигателей обеспечивает хорошее сочетание эффективности использования топлива и производительности. В 2020 году был произведен фейслифтинг второго поколения BMW X1. Внешние изменения были легкими, а интерьер получил больше информационно-развлекательный экран на 10 дюймов. Подключаемый гибридный силовой агрегат от Mini Countryman Plug-in Hybrid расширит дополнительный ряд двигателей BMW X1 в 2020 году, обеспечивая запас хода без выбросов более 50 км. В остальном в 18i, 20i, 18D и 20D есть обычная смесь экономных, но при этом мощных трехцилиндровых турбобензиновых и четырехцилиндровых бензиновых и дизельных двигателей. На 8 месте Suzuki Jimny. Новый Suzuki Jimny – способный кроссовер, который источает индивидуальность. Предыдущее поколение Jimny было в продаже 20 лет подряд, и за это время оно пользовалось успехом благодаря внедорожным характеристикам, не имеющим аналогов в своем классе. В превосходной отделке SZ5 новый Jimny поставляется с большим количеством удобств, таких как климат-контроль, подогрев сидений, сенсорный экран, Apple CarPlay и Android Auto. Несмотря на добавленные игрушки, Suzuki не забыла, что сделала предыдущий Jimny таким популярным. Ретро-облик нынешнего автомобиля в сочетании со способностью пересекать крутые склоны, грязные дорожки и реки добавляет симпатичности к грубому характеру этого полноприводного паркетника. К сожалению, размер Jimny также ставит под угрозу внутреннее пространство, и в результате размер багажника жалок. Качество сборки кажется крепким и немного утилитарным, хотя царапающиеся пластмассы и твердые материалы подходят для полноприводных машин. Несмотря на легкую конструкцию и небольшие размеры Suzuki Jimny, его блочная форма означает, что это не самый аэродинамический автомобиль. И если вы планируете использовать полноприводную систему в полной мере, ожидайте, что эффективность использования топлива резко снизится. На 7 месте Fiat Panda 4х4. Городской автомобиль Fiat Panda с полным приводом – нишевый, но хороший вариант. Fiat Panda не первый автомобиль, о котором вы думаете, когда собираетесь проехать по бездорожью. Несмотря на небольшие размеры, Panda имеет вариант привода на 4 колеса с 1983 года. Коренастый стиль нынешнего Panda 4х4 не такой, как многие внедорожные версии автомобилей, такие как Ford Fiesta Active X. Panda 4х4, как следует из названия, получает систему полного привода, которая, возможно, не является наиболее изощренной, но более чем достаточно, чтобы обеспечить контроль в какой-то коварной местности. Защитная пластина также является хорошим дополнением для защиты двигателя. Бензиновый двигатель на 0,9 литра мощностью 84 лошадиных сил является единственным доступным мотором в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Нынешняя Panda была выпущена еще в 2011 году, и интерьер показывает свой возраст. С другой стороны, большие короткие кнопки должны быть удобными для навигации, пока вы балансируете на краю обрыва или на песчаной дюне. На 6 месте Jeep Renegade. Квадратный ретро-образ Renegade – дань уважения его полноприводной родословне. Но если вы хотите Renegade 4х4, вам придется взять более дорогие модели Limited и Trial Havoc. Версия Trial Havoc
Имеет ряд защитных пластин для защиты двигателя, подвески и топливного бака. В то время как у моделей с передним приводом есть выбор бензина и дизеля, модели с полным приводом ограничены 138-сильным и 168-сильным дизелем. Это неплохо, поскольку они обеспечивают достойную производительность и низкий крутящий момент, идеально для большинства крутых уклонов, с которыми вы можете столкнуться. Renegade использует Active Drive, который может отсоединить 4 колеса в пользу переднего привода для повышения эффективности использования топлива. На пятом месте Mazda CX-3. Самый маленький кроссовер Mazda называется CX-3, и это заманчивое предложение. В этом списке есть более просторные полноприводные кроссоверы, чем Mazda CX-3, но немногие настолько забавны в управлении. Даже с дизельным двигателем Skyactiv-D на 1,8 литра вы можете получить массу удовольствия за рулем CX-3. В основном это связано с жестким, легким кузовом и коммуникативным управлением. Полный привод доступен, если вы возьмете модель SportNav Plus с 2-литровым 148-сильным бензином и 6-ступенчатой автоматической или ручной коробкой передач. Обновления в 2018 году сделали CX-3 более изысканным в дальних поездках, с добавленным шумоподавлением и измененной подвеской. Mazda CX-3 не имеет много места в багажнике, и в комплектации SportNav с лучшими характеристиками звуковая система Bose еще больше сокращает пространство внутри. Задние сиденья не подходят для взрослых, но пассажир спереди будет чувствовать себя хорошо. Есть множество технологий от спутниковой навигации до стандартного Bluetooth. На четвертом месте Mini Countryman. Countryman – это солидный кроссовер с прекрасным стилем и практичностью. Countryman с точки зрения возможностей находится далеко от хэтчбеков Mini, но им также здорово управлять. Это связано с тем, что Countryman делит платформу с BMW X1, одним из лучших управляемых кроссоверов, которые вы можете купить. Countryman способен работать на бездорожье благодаря полноприводной системе Mini All4, которая доступна в базовой комплектации Cooper, Cooper S и в дизельном Cooper D. В комплект входит гибридная версия с подключаемым модулем и модели John Cooper Works мощностью 306 лошадиных сил с AU4 в качестве стандарта. На дороге Countryman немного тверд из-за жесткой подвески, но в результате этого нет крена кузова и в целом привлекательная управляемость. Экстерьер Countryman является смелым и разделительным, интерьер типичен для мини и полон стильных дизайнерских штрихов. Качество является одним из лучших в своем сегменте, с большим количеством настроек. На третьем месте Dacia Renault Duster. Dacia Renault Duster – один из самых дешевых кроссоверов в продаже. Полный привод поставляется в сочетании с различными двигателями. Версия 4х4 не самые плавные из-за коротких передач, но 1,5 литровый дизель мощностью 113 лошадиных сил исправляет это. Если вы хотите шустрый Duster, то вам нужен бензиновый двигатель мощностью 148 лошадиных сил, который является самым мощным двигателем Duster. На дороге Duster легкий и изысканный, но все еще в некотором отдалении от его немецких и японских конкурентов из-за чрезмерного шума в салоне и инертного опыта вождения. Интерьер функциональный и есть оборудование, которое вы не ожидаете увидеть, учитывая цену Duster. Сенсорный экран, спутниковая навигация и парковочная камера доступны в комплектации комфорт и выше. На втором месте Volvo XC40. Volvo XC40 обладает продуманной внутренней отделкой, изысканными двигателями и полным приводом. XC40 покорил нас своей комбинацией комфортной езды и стильного салона, что делает его прекрасным автомобилем, в котором можно проводить время. Управлять им не очень интересно, но компромисс – это превосходная утонченность.
Вы можете выбрать между дизельным Т4 и дизельным Д3, а также бензиновым Т5 мощностью 244 лошадиных силы и дизельным Д4 мощностью 188 лошадиных сил, доступных только с полным приводом. Вы не будете прикованы к топовым версиям, если вам нужны самые большие двигатели, так как более мощные силовые агрегаты доступны во всех комплектациях XC40. И на первом месте Škoda Karoq. Полноприводные версии Škody Karoq добавляют автомобилю всестороннюю привлекательность. Полноприводные версии Karoq предлагаются с 2-литровым бензиновым TSI мощностью 187 лошадиных сил, 2-литровым дизельным двигателем TDI мощностью 148 лошадиных сил и еще одним 2-литровым TDI мощностью 187 лошадиных сил. Ни один из этих двигателей не чувствует себя вялым. В последнее время Škoda активно участвовала в выпуске кроссоверов. Более крупный Kodiaq разбирают как горячие пирожки, а новый Kamiq выглядит как сильный соперник в классе кроссоверов. О Karoq не стоит забывать. Он в отделке Scout и Sportline предлагает много оборудования. В сочетании с испытанным шасси MQB, Karoq 4х4 должен быть в списке тех, кому нужен практичный автомобиль для бездорожья. На этом все. Не забудьте указать в комментариях, какие маленькие кроссоверы с полным приводом, по вашему мнению, являются лучше, чем мы перечислили. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что полный привод это круто. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.